Черви-философ. О, Куркин, иди, помоги мне тут. Боже мой, профессор Клаточек, наконец-то я вас нашел. А что мы делаем? Укладываем довольно ценные экземпляры. Экземпляры чего, профессор? Давай доберемся до моей хижины, это недалеко. О, занятно вы тут устроились. Схемы, чертежи. Сразу видно работу ума. А ведь и я приехал не просто так. Помните, в школе вы показывали нам странные предметы? Ваши находки, все эти непонятные вещи. Помню, и что? Теперь у меня своя передача, и я вас туда приглашаю. Вы поведаете о своих находках всему миру. Вы потрясающий рассказчик. Эти находки всегда оставляли кучу вопросов. А теперь я нашел ответ. Это люди, это их вещи. Вот этих земляных клубней. Они не просто клубни. Я разработал революционную теорию, но она сложна для понимания. И слишком огромна, чтобы ее озвучить в какой-то там передаче. Да и не хочется. Послушайте, я все понял. Чего? Мы сделаем цикл передач и будем вести их вместе. Вместе? Да, вы сможете всем рассказать о своих поисках и исследованиях. О поисках? Да, о вашей теории, о сложнейших экспериментах и расчетах, о годах упорного труда. Поверьте, мир готов к вашим открытиям. Достаточно, Куркин, достаточно. Я уже потерял нить. Как деревья растут, как едут поезда, как текут реки, так мы, черви, ползем навстречу истине. Черви-философы, мы черви-философы.
В эфире по-прежнему «Пытливое око». Напомню, что мы говорим с профессором Кваточек о его удивительной теории. Давайте подведем некий итог нашего разговора. Если вкратце, что такое люди? Все мы привыкли думать, что люди — это скучные подземные плоды, такие жестковатые клубни в деревянной таре. Я же изучаю их много лет и пришел к выводу, что люди — это не предметы, а иная форма жизни. Да, они не похожи на нас, но я уверен, что они все-таки живые. Более того, у них есть активное состояние, а клубни — это их спящая фаза. И я считаю, мы можем видеть их лишь в этой пассивной фазе, когда они становятся предметами. Поэтому живыми их до сих пор никто не видел. А когда же наступит эта их активная фаза? Ну, люди или уже были, или еще только будут в активной фазе. Встанут ли они когда-нибудь, мы не знаем. Очень возможно, что они вызревают в этих ящиках для хранения и ждут своего часа. Спасибо, профессор. На этой интригующей ноте мы завершаем наш эфир. В следующей программе «Пытливое око» мы обязательно углубимся в тему людей. Доброй ночи. Стоп. Снято. С почином, профессор. У вас прекрасно получилось. Как вы? Смогли преодолеть волнение перед камерой? О, да. Добрый вечер. В эфире «Пытливое око». Это наш 4-й выпуск из цикла о людях. И я хочу вернуться к самому началу дискуссии. Все-таки, профессор, почему вы уверены, что активная фаза у людей действительно существует? Ведь этого никто и никогда не видел. Куркин, давайте представим, что мы договорились о встрече. Я должен прийти к вам в гости. Вы слышите стук в дверь в назначенное время. Вы не знаете, кто за дверью, но предполагаете, что там я. Скорее всего, это так, но вы не можете знать наверняка. Вы меня не видите. То есть меня как бы и нет, но я как бы и есть. Есть вероятность, что за дверью не я, но 99%, что это я. Если честно, довольно сомнительная аналогия. Да, я не вижу людей, но я нахожу их следы. Все эти предметы, что я вам показывал, я чувствую их человеческое происхождение. Из совокупности многих фактов у меня складывается убеждение, что люди есть. Вот вы говорите о многих фактах, но кроме пары забавных вещиц и вашей богатой фантазии мы ничего не видели. К сожалению, этого недостаточно, чтобы я уверовал. Поймите, дорогой Куркин, все, что есть, скорее есть, чем нет. Стоит это понять, и мир заиграет другими красками. Профессор кое-что подготовил для нас. Взгляните, на этом рисунке я изобразил свою находку. Предполагаю, что это человековая голова. Что же ее покрывало? Об этом мы можем только догадываться. Может быть, кожа? Может быть, перья? Возможно, чешуя? Почему нет? Кто знает, возможно, у нас даже были общие предки. В общем, все что угодно можно предположить. От самого невзрачного до самого героического. Просто распахните пошире окна своего разума. Куркин, вот вспомните, вы ехали ко мне на поезде. Что он такое? Куда он едет? Почему? Он едет испокон веков.
Вы думаете, что он двигается так же естественно, как течет река или как дует ветер? А я уверен, что это не так. Это было создано кем-то, и кто-то им руководит. Те предметы, что мы используем для жилищ, механизмы, что мы используем для передвижения. Задумывались ли мы когда-нибудь, откуда они взялись, эти предметы? Почему они так не похожи на деревья или на камни? Вокруг кипит тайная жизнь, и я каждый день нахожу этому подтверждение. У меня всегда есть ощущение чьего-то присутствия. Кто-то ходит рядом, но мы просто не можем его увидеть. Довольно удобно объяснять все загадки мира участием людей, активное существование которых недоказуемо. Удобно сидеть в кресле и вещать по телевизору. А выстраивать на протяжении многих лет новый взгляд на действительность очень неудобно. Я утверждаю одно. Червецентричность мира под огромным вопросом. А это значит, что все, в чем мы уверены, тоже нуждается в доказательствах. Ну уж существование и свободная воля червей не требуют доказательств. Мы считаем себя главными существами. Но возможно, что нам это только кажется. Мы не можем увидеть и отразить масштабы мира. Он остается за пределами нашего понимания. А возможно и за пределами нашего несовершенного зрения. Очень может быть, что многое мы просто не в состоянии увидеть. Я на зрение пока не жалуюсь. Почему вам так нравится позориться, Куркин? Признайтесь, вы делаете из меня дурака каждую передачу. Вы меня не любите. Не люблю? Скорее уж, приязненно равнодушен. Да, приязненно равнодушен. Оно и видно. Мы с тобой ищем ответы на гигантские вопросы. Тут не место обидам. Третьего дня вы просто измывались надо мной. Так вы ищете ответы на свои гигантские вопросы. Теперь зритель любит вас, не меня. Меня он презирает, и это вы виноваты. Я требую справедливости, я требую симметрии. Ну, во-первых, мы с тобой не симметричны. А во-вторых, мы тут не соревнуемся. Мы дорываемся до самой сути. Это же невероятно. Наш разум здесь хозяин и царь. Ему плевать на зрителей. И ты плюнь, может, их вообще нет. Вы так говорите, потому что это вас любят, а не меня. Хозяин и царь, Куркин. Запомни. Как я устал от этого, очнитесь. Ваше учение – бред, все эти люди – выдумка. А вы просто злобный, кольчатый старик. Ну, кое в чем ты прав, я действительно многое выдумал. Разные законы, факты, какие-то постулаты. Когда толкаешь камень в гору, иногда хочется развернуться и скинуть его вниз. Я не отказываю себе в этом удовольствии. Скинуть вниз значит. Почему бы и нет? Подумай об этом, Куркин. Слушай, директор, это Куркин. Я хотел поговорить о пытливом оке. Я слушаю. Мне кажется, пытливому оку необходимо разнообразие. Цикл о людях подходит к логическому концу. У меня на примете другие эксперименты для пытливого ока. Поэтому нам нужно искать нового гостя. Куркин, ты в своем уме? Профессор стал знаменитостью, народным героем. Логическим концом тут и не пахнет. Но как же так? Это же моя передача. Твои активы падают, Куркин. Что? Как что? Сюда. Здесь нужен провод. Все камеры настроены. Хорошо. Готовность 5 минут. Позовите ведущего сюда.
Профессор, я вас умоляю, будьте сегодня помягче. Здравствуйте. Куркин, а ты что здесь делаешь? Ты же в отпуске. Что? Тебе не сообщили? Руководство решило добавить разнообразие в программу, поэтому ведущие будут меняться. Это что, шутка? Нет. Валдис, тебя ждут на площадке. Бегу, бегу. Вы просто вышвыриваете меня из моей же передачи. Бред какой-то. А с чего вы взяли, что я хочу работать с новым ведущим? Меня даже не спросили.